Добрый день, коллеги. Меня зовут Колесниченко Юрий Юрьевич. Я врач ультразвуковой диагностики, стаж по специальности с 2001 года. Сегодня я прочитаю вам лекцию под названием «Острый живот в практике детского врача ультразвуковой диагностики». Острый живот – это состояние, которое за границей называют чаще абдоминальным синдромом или абдоминальным болевым синдромом. И оно включает в себя большой спектр заболеваний, которые обычно проявляются у пациентов боли в животе. Как сказал герой одного юмористического телесериала американского под названием «Скрабс», в русском переводе название сериала перевели как «Клиника». Вот. И вот эта вот фраза его известная «Клиника всегда права». Конечно, надо конкретизировать всегда о том, что мы подразумеваем под словом «клиника». И если в это понятие входит именно только какие-то вот простейшие сборы анамнеза и физикальный осмотр, то есть там пальпация, перкуссия, аускультация, то, безусловно, это уже в изолированном виде, это уже устаревшие все элементы. Сейчас представить диагностику без современных инструментальных диагностических методик, таких как, в частности, УЗИ, там, КТ, МРТ и других, там, сцинтиграфии, практически уже невозможно. Это несерьезный уже разговор для современной медицины. Ультразвуковая методика в современной медицине стала настолько уже доступной и популярной, что даже уже выпускаются мобильные УЗИ-сканеры, и появился даже у клиницистов новый термин POCUS. Это расшифровывается как Point Care of Ultrasound. То есть, если так еще, кажется, переводить в понятные термины на русском языке, это ультразвук на месте или прикроватный ультразвук. Еще у нас его любят называть ультразвуковым стетоскопом. Речь идет о ультразвуковых сканерах на базе смартфонов и планшетов, к которым подсоединяется либо через USB датчик, либо каким-то вот беспроводным соединением, Wi-Fi там и так далее. Появилось также много, вот под эти фокусы, появилось много протоколов различных, типа как вот FAST, Blue протокол, которые вот описывают необходимые сканы, позиции для датчика, такие упрощенные алгоритмы поведения для клиницистов, чтобы вот получить какие-то более-менее точные ответы на вопросы без фундаментальной подготовки по ультразвуковой диагностике. Вот, поэтому я лишний раз подчеркиваю, что POCUS это не замена полноценному УЗИ. Ультразвуковой стетоскоп никогда не заменит полноценное УЗИ. Это лишь попытка вот какой-то оптимизации на уровне менеджмента со снижением расходов на полноценные УЗИ. Ну, понятно, что мобильные сканеры дешевле, чем полноценные дорогостоящие сканеры, вот. Но, конечно, они не способны, не готовы для проведения нормального УЗИ, начиная с того, что, в общем-то, экран маленький у смартфонов, а если планшет, то он большой, его держать неудобно, и он может там давать какие-то не совсем хорошего качества изображения. В общем, все это как бы такой дискутабельный и, ну, не идеальный вариант проведения для ультразвуковой диагностики, но, конечно, он имеет право на существование, все это понятно. Вот. Прогресс не остановить. С чем именно мы, с какими заболеваниями мы можем столкнуться при вот этом абдоминальном синдроме, при жалобах пациента на боль в животе, именно в педиатрии? Потому что понятно, что спектр диагнозов, который встречается у взрослых и у детей, немного отличается. У детей мы чаще имеем подозрения с аппендицитами и инвагинациями. У взрослых, конечно, аппендицит тоже встречается, вот, но чаще, допустим, встречаются такие диагнозы, как холецистит, панкреатит.
Вот. У детей мы еще можем столкнуться и с в младшей группе у грудных с пилоростенозом, с некротизирующим энтероколитом. Вот. В любой, в принципе, возрастной группе мы можем сталкиваться с лимфоденитами, с мезоденитами, которые мезотериальный лимфоденит, увеличение мезотериальных брюшечных лимфоузлов разной этиологии и другими диагнозами. Что мы смотрим, как мы проводим осмотр при УЗИ вот, брюшной полости на острый живот? Мы, естественно, стараемся смотреть максимально все. Это и почки, там и печень, и малый таз, и желудок, и кишечник. Ищем свободную жидкость, ищем червеобразный отросток. Осматриваем внимательно во всех отделах петли кишечника, ищем расширенные петли, смотрим на перистальтику, чтобы она там не была маятникообразной, как при непроходимости. В частности, тоже мы ищем симптомы ультразвуковые из группы СППО, это симптом поражения полых органов, вот, так называемый, в частности, симптом мишени, который встречается при кишечной инвагинации часто, симптом псевдопочки, который при каких-то других энтероколитах там, и других там, неоплазиях встречается в кишечнике. Также мы ищем сальник, который при вовлечении его в патологический процесс обычно имеет такой гиперхогенный вид, вот, и указывает на зону, вовлеченную в процесс, часто деструктивный. Например, допустим, при пропадной язве, при аппендиците он локально будет ограничивать процесс воспалительный. Кроме того, мы ищем еще и увеличенные лимфатические узлы, как я уже говорил, мезоденит, которые могут встречаться при разных этиологиях. И также на предмет травмы брюшной полости мы осматриваем органы брюшной полости на предмет их разрыва, там, ну и так далее. Немного разбавим теорию эхограммами, картинками, так кратенько. Мы потом еще большинство из них вернемся и посмотрим видеопетли. Вот. Ну вот слева вверху у нас такая вот симптом мишени, инвагинация, еще одна справа вот инвагинация, еще инвагинация. Тут вторая не очень хорошо здесь на статичном снимке получилось, ну их там 2 штуки даже вот было. Вот это вот у нас расширенные петли кишечника, как по программе непроходимости кишечной. Еще немножко эхограмм. Это у нас вот такой вот измененный спазмированный кишечник в области слепой кишки, вот, подвздошной кишки. Вот это у нас увеличенные лимфоузлы с правой стороны. Дальше у нас внизу у нас как раз то, о чем я говорил, в разной проекции, в поперечной проекции одно и то же образование смотрится как симптом мишени, хотя это не инвагинация, вот, но это вот просто утолщенная стенка. В продольном она же смотрится как симптом псевдопочки. Вот. Все это одна группа симптомов. Это у нас входной отдел желудка. Вот такой мы можем встречать язвочку здесь видим. Как бы. Еще тоже одна внизу инвагинация. Вот аскарида вот видна в просвете кишечника. Еще аскарида с правой стороны видна. Еще аскарида уже такая вот крупненькая, упитанная. Вот такой был случай тоже у нас с какими-то вот аномальными сосудами в правоподвздошной области. Справа вот мы видим вверху, это у нас жидкость, это апоплексия, разрыв яичника с кровотечением. Еще один случай, это у нас было предположительно беременность раннего срока. Еще один случай, это уже грудная клетка, это у нас была пневмония. Еще у нас случаи, вот мы видим такой вот какой-то участок измененного сальника, вот брюшной полости, предположительно инфаркт сальника был. Вот травма брюшной полости с измененным сальником и кишкой, травма с повреждением, разрывом селезенки, травма с повреждением, разрывом почки.
Теперь мы поподробнее остановимся на том, что конкретно мы смотрим при подозрении на острый аппендицит, что от нас хотят клиницисты. Мы измеряем, во-первых, мы должны его найти. Найти его бывает иногда подчас очень нелегко. Приходится пациента смотреть в разных положениях, там на боку, давить сильно датчиком. Ищем мы его, естественно, линейным датчиком высокочастотным, потому что конвексным можно его и не найти, там не хватает разрешающей детализации. Датчик должен быть там порядка 80 МГц, не меньше, иначе толку от него не будет никакого линейной. Смотрим мы в поперечном и продольном сечении, ищем. В общем, то есть в 100% мы не находим. То есть мы его, конечно, находим, но не всегда. Поэтому здесь какие-либо претензии от клиницистов поступают иногда, что вот как же так, вы его не нашли. Поэтому я лично подчеркиваю, что мы не всегда его находим. Это вообще на УЗИ не всегда при осмотре кишечника можно прям хорошо кишечник осмотреть. Это известный факт. Но у некоторых клиницистов создается впечатление, что мы должны его все время находить. Это, конечно, неправильный постулат. Не всегда мы его находим. Также мы проверяем, если мы его нашли, на сдавливаемость, на так называемую на ригидность, то есть плотный он или не плотный. И если он ригидный, то есть не сдавливается, плотный при компрессии датчика, значит мы это отмечаем в протоколе. Если при этом при компрессии в его область также была какая-то болезненная реакция, мы тоже это отмечаем. Это все негативные критерии в сторону аппендицита. И если возвращаясь к тому, с чего мы начали раньше, было указано про размер, мы измеряем его поперечный размер, так называемый диаметр. Если в норме он максимальный 5,5 мм, при получении размера 6 мм и более, мы это отмечаем уже как увеличение червеобразного отростка. И дальше уже клиницисты должны исключать аппендицит. То есть начиная с 6 мм это уже та зона риска, при которой мы пишем, что это червеобразный отросток подозрительный на предмет аппендицита. Иногда также в просвете червеобразного отростка мы видим конкременты, камушки такие, аппендиколиты их по-другому еще называют, которые также считаются признаком острого аппендицита. Мы тоже об этом пишем, отмечаем это. Иногда клиницисты просят измерять стенку червеобразного отростка, но это не избыточный, на мой взгляд, критерий, он совершенно не информативный и пустая трата времени. Дальше, что еще? Мы оцениваем жидкость свободную, если мы ее видим рядом с червеобразным отростком. И, как я уже говорил, наличие сальника гиперхогенного или аментита, что также все это указывает на какие-то негативные моменты, негативные критериями является. Это все указывающим на аппендицит. Еще немножко эхограмм уже по аппендициту. Слева вверху мы видим типичный такой вариант фильтрата аппендикулярного, периаппендикулярного, как хотите называйте. Сальник вокруг гиперэхогенный, и в центре у нас ангипоэхогенный деструктивный червеобразный отросток. То же самое справа сальник и отросток. Сальник и отросток внизу тоже. Сальник, видим, даже печень подпеченочно находился, нетипично локализован был червеобразный отросток. И здесь мы видим аппендиколит, камушек гиперэхогенный внутри червеобразного отростка. Еще немного. Здесь тоже у нас слева вверху, это у нас уже ближе к абсцессу конкретному такому, тоже окруженному сальником. Справа у нас такой явно такой уже деструктивный гангренозный червеобразный отросток с нечеткими какими-то контурами, сам нечеткий структур, тоже с аппендиколитом. Слева внизу у нас еще один абсцесс, тоже еще, здесь, как говорится, еще пока виден червеобразный отросток, не совсем он еще развалился по частям, с сальником окруженный. Справа внизу уже такой конкретный абсцесс, где уже никакого червеобразного отростка вы не найдете, тоже окруженный сальником. Про какими мы смотрим датчиками, я уже говорил, что мы смотрим его линейными, 8-10 МГц. Абдоминальным датчиком мы, конечно, тоже пользуемся, но именно какие-то такие детали, поиск поражения стенки кишечника, и инвагинатов, и червеобразных отростков у детей мы часто проводим именно линейным высокочастотным датчиком.
Неизбежно возникновение каких-то вот таких рабочих конфликтных ситуаций при диагностике. То есть у каждого врача свое мнение, он опирается на какие-то свои моменты. Клиницисты опираются, как я уже говорил, на свои клинические моменты, они верят, доверяют им. Диагносты доверяют больше своим, естественно, методам диагностическим, поэтому какие-то такие моменты нестыковки, они неизбежно встречаются. Вот. Но вот какие бывают ситуации, когда мы, допустим, указываем, что по визуальной картине абсолютно очевидный аппендицит, клиницист посмотрел, живот мягкий, все хорошо, и нет никакого аппендицита, и так вот гордо вам заявляет, что ваш диагноз не подтвердился. Вот такие вот бывают комические-трагические ситуации, да, на работе у нас. Еще более комичные бывают ситуации при инвагинации, когда в процессе анализа, почему же диагноз не подтвердился, выясняется, что при абсолютно идентичной картине кишечной инвагинации, если клиницистам удалось расправить инвагинацию клизмой, то есть водой, значит, они ее не считают инвагинацией, а считают ее неправильной перистальтикой. А если они все-таки, им пришлось пойти на эригоскопию и раздувать воздух, значит, это инвагинация. Вот такая вот комедия, заслуживающая, как говорится, каких-то юмористических монологов там и так далее. Клиника всегда права, как я обычно добавляю, даже если она не права, то она права в своей неправоте. Какие еще бывают такие вот моменты, с которыми мы сталкиваемся по программе взаимодействия с клиницистами? Вот аппендикс 6 миллиметров. Это ни о чем. Вот такую фразу мне однажды передали из одного известного НИКа, куда мы отправляли мы туда не отправляли пациента, но он по скорой туда попал. Вот. И потом они вернулись обратно и передали мне вот как бы слова специалиста, который их смотрел, о том, что вот аппендикс, который я написал 6 миллиметров с подозрением на аппендицит, что это ни о чем. Вот. И специально вот для таких специалистов, которые считают, что аппендикс 6 метров это ни о чем, вот, есть вот такая вот замечательная статья в журнале «Радиология» американском, в которой четко в заключении статьи написано, что диаметр аппендикса 6 миллиметров и более – это признак острого аппендицита с высокой чувствительностью, с ограниченной специфичностью, и что этот критерий важен для исключения острого аппендицита в большей степени, чем подтверждение его. То есть, несмотря на то, что 6 миллиметров аппендикс может быть и без аппендицита, все равно это та самая граница, тот самый порог, начиная с которого мы должны подозревать аппендицит, и дальше уже должны его исключать клиницисты. Вот. Мы не можем сказать, что вот 6 миллиметров это ни о чем. Это абсолютно ошибочная позиция. Еще какие бывают такие вот трагикомические ситуации у нас в работе, когда подходит клиницист и тоже вот так как вот 6 миллиметрами заявляет, что вот, ну что вы там написали, какую ерунду, это не аппендицит, потому что тут нет лейкоцитоза в анализе крови. Значит, тоже это еще одно заблуждение клиническое. Никакого здесь, говорится, нам, как я написал, мата клиницист с такими вот выражениями не ставят в шахматной терминологии. Значит, вот специально для таких клиницистов, которые не понимают, в общем-то, при чем здесь лейкоцитоз при аппендиците, есть замечательная тоже статья, которую сейчас на экране вы видите, вот, где путем простейшей математики мы получаем, что 18% по их данным пациентов, у которых был в итоге интраоперационно подтвержденный аппендицит, у них не было никакого лейкоцитоза в анализах. У 18% случаев. То есть, ну, вопрос исчерпан, как бы, да, понятно, что лейкоцитоз, отсутствие лейкоцитоза не говорит о том, что здесь нету и аппендицита. Это тоже, это заблуждение.
Как и в прошлой лекции, я всегда на этом моменте тоже останавливаюсь специально, что УЗИ это не окончательный метод, не какой-то там финальный метод диагностики, а начальный. С точностью наоборот. Это начальный, а потом зачастую следует ИКТ и МРТ. Вот, и не надо переворачиваться с ног на голову и делать из УЗИ конечный метод диагностики. Да, у нас в практике, особенно в экстренной, часто именно на УЗИ все и заканчивается. Но это не от того, что УЗИ такой замечательный метод, а от того, что у нас не хватает либо компьютерных аппаратов, компьютерных томографических аппаратов МРТ, либо не хватает специалистов, там, или того и другого. Вот, собственно говоря, вот это, в этом все, в этом основная проблема и заключается. И немного случаев из практики. Это случай подростка с острым аппендицитом, классическая репрезентация, подпеченочный вот такой инфильтрат, гиперэхогенный сальник в поперечном сечении и гипоэхогенный внутри, как вот сосиска в тесте, симптом хот-дога, деструктивный черепно отросток. Еще один деструктивный аппендицит, тоже, в общем-то, такая же классическая картина с инфильтратом, с гиперэхогенным сальником и анахогенным, уже таким деструктивным черепно отростком. Новорожденный, подпеченочный тоже инфильтрат, перпендикулярно еще и с аппендиколитом. Кишечная инвагинация, тоже такой классический подпеченочный, причем локализация ее, симптом мишени. В продольном срезе хорошо ее тоже такой, картину слоеного пирога видно. Вот, внутри там засосало еще лимфоузлы с брюшейкой. Это вот тот же самый ребенок после расправления инвагината воздухом на эргоскопии. И мы наблюдаем толстые утолщенные стенки кишки, то есть гематому стенки кишки, повреждения. Это вопрос о том, что мы можем увидеть после расправления инвагинации. Повреждение кишечника на фоне этой инвагинации. Еще одна инвагинация, тоже подпеченочная, хорошо видно, опять же с лимфоузлом внутри. Здесь даже две кишечных инвагинации, плюс еще вот такие расширенные петли кишечника по программе проходимости. Вот. И подозревалась здесь также еще и болезнь Гишманга, поэтому по этой программе тоже они могут быть расширены. Вот, хорошо сейчас видны вот эти вот симптомы мишени, там еще и второй симптом мишени тоже есть, менее хорошо виден. Вот такой случай. Еще один случай, так называемый симптом гриба. Вот ножка, шляпка гриба. Вот это тифлит с илиитом, то есть подвздошная кишка идет воспаление, слепая кишка воспаление. Параллельно здесь еще у нас увеличенные лимфоузлы, мезоденит так называемый. Еще один случай грудного ребенка с СППО, с поражением, симптомом поражения полового органа, который в продольном сечении нам дает псевдопочку симптом, а в поперечном симптом мишени. Но это не тот симптом мишени, который при инвагинате, то есть это просто у нас толстая кишка, толстая стенка кишки. Безусловно, так, как я уже упоминал ранее, может выглядеть кишка после инвагината. Еще один случай подростка 14 лет с выраженной степенью ожирения. И, казалось бы, здесь мы не должны были ничего на датчике увидеть, потому что не хватило бы мощности сигнала такого вот именно линейного датчика. Вот. Но, тем не менее, мы его увидели. То, что я называю принципом «чем хуже, тем лучше». То есть, чем хуже процесс патологический, тем лучше его видно. К тому же еще этот пациент был изначально, возможно, по этой же причине, из-за того, что очень много прилежащих тканей и тяжело пальпировать сквозь них, был хирургами воспринят как ложноположительный, то есть, что у него нет аппендицита, его положили в нехирургическое отделение, но терапевты сообразили, как говорится, тоже не лыком шито, отправили на УЗИ, и УЗИ все расставил на свои места, что тут все-таки есть аппендицит. Еще один случай
для того, чтобы аппендицит, для того, чтобы показать, что аппендикс бывает абсолютно по-разному выглядит. Вот как бы почти нету никакого инфильтрата вокруг, да, вот червеобразный отросток, такой вот тоже с аппендиколитом здесь виден, вот такой же он структурно измененный, деструктивный. То же самое, тоже, вот другой немножко уже, другая картина, другой паттерн. Вот тоже это аппендицит с аппендиколитом, деструктивный. Абсцесс, абсцесс где-то в области подвздошной области. Здесь уже не видно никакого червеобразного отростка, то есть либо он уже лизировался полностью, либо это вообще абсцесс с другого места. Нужно понимать, что не только аппендицит дает абсцесс, это может быть и какой-то деструктивный процесс в другой области, в другом сегменте кишечника или вообще в другом органе. То есть об этом не нужно забывать. Что говорится, сразу не писать, что это именно периаппендикулярный абсцесс, а просто писать, что абсцесс такой-то локализации. Еще один, ну, тут уже вот конкретно периаппендикулярный абсцесс, потому что мы видим червеобразный отросток и рядом с ним абсцесс. Все без вопросов. Значит, чем интересен был нам этот случай? Тем, что ребенок тоже был, как вот еще там до этого обсуждался, был воспринят как ложноположительный, что у него ничего нет, никакого аппендицита, там какая-нибудь колика кишечная. Сейчас мы ножку дадим и отпустим. Но нет. Значит, мы отправили все равно на УЗИ посмотреть. Мы посмотрели. Вот он, пожалуйста, говорится, толщенный червеобразный отросток измененный. Рядом рядом абсцессы. Окружено все это сальником. Вот. Но, тем не менее, как вот иногда говорят, что вот клиницисты периодически воспринимают ультразвуковые заключения и наши снимки как веселые картинки. Вот и в этом случае тоже, значит, заключение было воспринято как веселые картинки. Хирург на мое заключение пришел демонстративно, мне говорится, при мне помял у пациента живот, сказал, что там, вот же он мягкий, ерунда какая-то в УЗИ там была написана, что называется, вот. Нет тут ничего, вот, клиника всегда права. Вот с таким вот иногда отношением мы сталкиваемся в своей работе. Поликлинические случаи, ребенок 9 лет, у которого были сильные боли накануне, вот, пришел в поликлинику, он сам с родителями только на следующий день, когда у него уже не болит живот, ну тоже так, ну на всякий случай, а вдруг что, ну педиатр потрогал живот, отправил по скорой к нам на УЗИ, и вот он, пожалуйста, классический инфильтрат, и отросток, и сальник, все на месте, отправили пациента в больницу. Еще один случай из категории «Ваш диагноз не подтвердился». Аппендикс располагается большей частью преимущественно где-то в малом тазу под мочевым пузырем. Тоже, видимо, из-за этого не смогли его нормально пропальпировать. Вот, получить свои негативные симптомы клиницисты, и тоже восприняли его как ложноположительного пациента. Вот, не поверили УЗИстам, что там есть аппендицит в начале. Потом, это утром мы смотрели, а уже к вечеру, когда применялась хирургическая бригада, пришел другой хирург. Вот, он повторно посмотрел вместе со мной УЗИ и взяли на операцию, и там все подтвердилось. Еще один случай с абсцессом. Здесь мы видим вот такое еще, по всей видимости, вторичное на фоне этого абсцесса изменение почки с расширением чашечно-легочной системы. Вот такой здоровенный абсцесс. Тоже непонятно откуда, перпендикулярный или нет, потому что червеобразного отростка там уже не видно. Он, скорее всего, либо лизировался, либо вообще-то не отсюда, из другого места рвануло. Вот такой вот с симптомом звездного неба. Абсцесс красивый. Еще один случай, тоже казуистический. Школьник поступает в больницу с родителями вместе. Они говорят, что ему уже раньше удаляли червеобразный отросток. Вот.
документов они по этому поводу не представили. Ну, хирург звонит, значит, из приемного отделения в кабинет УЗИ, говорит УЗИсту: а вот ты не ищи там червеобразный отросток, потому что его удалили, такие вот вводные данные, ты там почки лучше посмотри, там, в общем, вот так, давай там работай. Вот. Но, естественно, мы чаще всего, скажем так, пропускаем все это мимо ушей и смотрим все. Потому что мы с вами не средний медперсонал, как на Западе, там эти сонограферы, а мы врачи. И мы сами определяем объем обследования. И вот в данном случае как раз таки все равно, несмотря на то, что пациенту якобы со слов тогда еще был удален червеотросток, вот он есть инфильтрат, что в дальнейшем было подтверждено интероперационно. Потом пациент все-таки привез выписку из другой больницы, что ему действительно удаляли где-то с год назад там отросток червеобразный. Хирурги развели руками, как такое может быть. Ну, что в литературе научно известно? Ну, во-первых, что бывают так называемые повторные аппендициты культи, когда вот культя, оставленная червяная отростка, снова воспаляется. Ну, здесь маловероятно в данном случае, потому что вот мы четко видим достаточно длинный червяный отросток с таким явным хорошим слепым концом, то есть маловероятно, что это культя. Вот. И бывают еще варианты, когда червеобразных отростков несколько, то есть какое-то удвоение червеобразного отростка, да, их один удалили, а другой остался. Еще один случай, тоже с выраженным болевым синдромом, с подозрением клиническим на аппендицит. Никакого аппендицита, естественно, не было, потому что вот что мы нашли. Мы нашли такую здоровенную язву в выходном отделе желудка, которая потом впоследствии была подтверждена эндоскопически. Еще один тоже случай с подозрением на аппендицит. Внимательно мы смотрели весь живот этим вот линейным датчиком. И вот такие вот, как я назвал, симптом глаз. Две гиперэхогенных таких вот точки внутри кишки вот были мной замечены. И продольно, если их выводить, то это получается как раз аскарида, хорошо видна. Но тоже, если смотреть быстро, то можно и пропустить, и не заметить. Вот хорошо сейчас видна аскарида. Еще один случай, это поликлинический случай. Ребенок, который лечился от аскаридоза, и снова он пришел с болями в животе, тоже в просвете хорошо видна аскарида, и параллельно еще здесь инвагинат. Сейчас он будет виден, возможно, возникший как раз на фоне именно аскарид, на фоне аскаридоза. Еще один случай аскаридоза у ребенка, который 2 дня не мог ни есть, ни пить, у него рвота, боль в животе. Вот так она хорошо видна, аскарида на УЗИ. Еще один случай у ребенка с травмой передней брюшной стенки, с болью в животе. Вот такой вот виден пристеночный фиксированный к передней брюшной стенке гиперэхогенный такой вот элементик, структурка, наиболее вероятно соответствующая инфаркту сальника. По-английски она еще называется tethered fat sign, или симптом фиксированного к передней брюшной стенке жира. Это, конечно, может и соответствовать каким-то другим еще диагнозам. Но это все, если кому-то интересно, на сайте можно по ключевым словам, которые у заграфру внизу, эмблема у нас указана, там все это, поискать этот случай, и там все это расписано. Случай девочки, подростка 14 лет, тоже с подозрением на аппендицит, поступила в больницу. Тоже мы посмотрели, увидели такой внешне измененный яичник повышенной эхогенности, увеличенный в размере, и большое количество жидкости, свободной в малом тазу, там и рядышком. Порядка 50 мл мы насчитали. Но надо понимать, что то, что мы видим и считаем, жидкость, это не соответствует ее реальному количеству брюшной полости. Была в свое время такая работа заграничная, когда шприцом жидкость вводили в брюшную полость и ждали, на каком этапе, на каком объеме введенной жидкости УЗИст таки начнет видеть жидкость.
И оказалось, что самым минимальным порогом, на котором введенной жидкости, на котором УЗИст начали ее видеть, было 70 миллилитров. То есть, когда мы видим даже какое-то небольшое количество жидкости, там ее может быть уже от 70 миллилитров или более. Еще один случай с подозрением на аппендицит. Никакого аппендицита мы там не нашли, но на УЗИ мы нашли, если вот смотреть, в матке анахогенное такое, как круглое включение, предположительно плодное яйцо, то есть это беременность и болевой синдром на фоне беременности раннего срока. Еще один случай, тоже с подозрением на аппендицит. Ребенок поступил по скорой, сразу в приемном ему сделали рентген, потому что легкие не понравились клиницистам, отправили на УЗИ, чтобы живот посмотреть. Но в животе мы ничего интересного не нашли. И увидели, в общем-то, практически даже лучше то, что увидели на рентгене. То есть с правой стороны был выражен гидроторакс, поджатое, спавшееся легкое, опеченение легкого, что называется. Вот мы видим с гиперэхогенными линейными такими расходящимися линейными структурами. Это бронхи, воздушная бронхограмма, как ее называют. Это такой симптом, который характерен для пневмонии. Еще один случай с травмой. Ребенок упал, катался на велосипеде, упал животом на руль, там выполняя какие-то экстремальные элементы, что называется, спортивной езде на велосипеде. Вот и здесь мы видим тоже поврежденный, ушибленный или с инфарктом сальник, такой же поврежденная утолщенная стенка кишку, тоже возможно с гематомой стенки. Вот такой вот экстремальный спорт. Еще один представитель последствий экстремального спорта. Ребенок катался на рампе, там уж точно не знаю на чем, на велосипеде, там на роликах или на скейтборде. В общем, упал с этой рампы, ударился боком и был доставлен в больницу по скорой, где был диагностирован у него разрыв селезенки. Мы видим здесь диффузно неоднородный нижний полюс селезенки. Вот такая вот зона, пограничная зона перехода от нормальной селезенки к поврежденной. И ребенок с травмой почки. В данном случае это последствия драки, удара кулаком в живот. И в результате этого почка разорвалась, получилась паранефральная гематома. Ребенка потом госпитализировали, тоже все на КТ было подтверждено. Вели его консервативно. Еще ребенок доставленный в больницу с подозрением на аппендицит. И вот такую вот картину. Никакого аппендицита мы здесь не нашли. Аппендикс абсолютно был нормальный. Вот, но нашли такие вот в большом количестве расширенные вены в правоподошной области. Вот. Вполне возможно, это какой-то аномальный сосуд, вот, который каким-то образом сочетался с болевым синдромом. Еще один случай травмы. Это ребенок после ДТП. Переходил, как я помню, дорогу в неположенном месте. Автомобиль не успел затормозить, сбил. Вот, и доставили его в больницу и сделали там КТ, МРТ, сделали УЗИ. Вот, в общем-то, все примерно к одному пришли, что вот какое-то вот такое вот кистоподобное образование в левой боковой области, оно проецируется где-то там рядом с воротами селезенки, с почкой, с хвостом поджелудочной железы. Четко невозможно определить, к кому именно оно относится. Вот, но трактовали как забрюшинную гематому. Дальше уже, говорится, клиницисты будут думать, как ее вести. Спасибо за внимание, на этом все. Спасибо. Спасибо.